Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. В сегодняшнем обзоре будет разбор компании Medifast. Компания, которая основана в 1981 году, продает высококачественные продукты для похудения, управления весом и здорового образа жизни. Давайте поближе познакомимся с данным активом. Значит, компания Medifast торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MED. Она доступна для российских инвесторов и трейдеров. Что касается самой компании, компания Medifast — это компания, стоящая за одним из самых быстрорастущих сообществ здоровья и хорошего самочувствия. Продает различные продукты для похудения, управления весом и здорового образа жизни, основанные на запатентованных формулах под Medifast. Линейка компании включает более 145 вариантов расходных материалов, включая, помимо прочего, батончики, закуски, крендели, слоеные хлопья, напитки, сытные блюда, овсянку, блины, пудинги и так далее. Наши пищевые продукты созданы из высококачественных ингредиентов. Продукты включают индивидуально порционные заменители пищи с контролируемым содержанием калорий и углеводов, которые имеют схожий питательный след и обеспечивают баланс белков и полезных углеводов. Наши заменители пищи также обогащены витаминами и минералами, а также другими питательными веществами. Начали международную деятельность, выйдя на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это рынок Гонконга и Сингапура. Компания привлекает на аутсорсинг дистрибьюторский центр в Гонконге, чтобы в обозримом будущем предоставить компании адекватные возможности для распределения продукции. Наше решение выйти на эти рынки было основано на отраслевом исследовании рынка, которое отражает динамичный сдвиг в том, как здравоохранение становится приоритетным и потребляется в этих странах. Medifast сегодня — это компания, стоящая за одним из самых быстрорастущих оздоровительных сообществ. Это лидер в предоставлении услуг личного наставничества людям, для которых диета не сработала. В настоящее время в компании работают 42 тысячи коучей, 90% коучей начали свою деятельность как клиенты. Почти 40 лет научно разработанной продукции, также 100% продукции доставляется напрямую клиентам. Компания имеет диверсифицированную модель прямых продаж потребителям и 92% дохода от заказов на питание по подписке. История компании Medifast и ее ключевые события. Как было упомянуто ранее, компания была основана в 1981 году, разработавшая запатентованную формулу заменителей пищи, распространяемых исключительно через врачей. В 2002 году генеральный директор и председатель правления совместно с доктором создают бренд Take Shape for Life, который позже станет Optavia. Это продукты Medifast предлагаются при поддержке и руководстве независимого тренера, а также с возможностью получения дополнительного дохода путем выплаты его вперед. В 2008 году доктор Уэйн Скотт Андерсон создает книгу «Привычки к здоровью», которая станет критически важным компонентом успеха Optavia. В 2017 году Take Shape for Life официально переименован в Optavia, и планы продукта Optavia уже использовали более миллиона клиентов. В 2018 году компания объявляет о планах по расширению Optavia в Гонконге и Сингапуре, давая тренерам возможность изменить больше жизней, приумножить наше влияние и продвинуть глобальную революцию в области здравоохранения. Ознакомимся со стремлением населения США к здоровому образу жизни. Компания нам говорит о том, что в настоящее время 175 миллионов человек в США, которые хотят похудеть и хотят сесть на диету. 155 миллионов человек хотят максимально похудеть, 95 миллионов человек, желающих максимально похудеть и желающих рассмотреть возможность платного питания. 70% населения США имеют избыточный вес или ожирение. Данный показатель растет на 2% в год. 75% взрослых в США, которые хотят похудеть, соблюдают диету. И 65% людей с избыточным весом или с ожирением считают платное питание эффективным. Давайте теперь ознакомимся с ключевыми инвестиционными показателями. Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере здравоохранения и благополучия в США, предлагающая дифференцированные, клинически проверенные программы и научно разработанные продукты. Большие растущие рыночные возможности для удовлетворения глобальных потребностей. Масштабируемый подход, основанный на коучинге, который стимулирует как эффективность, так и рост. Последовательная и устойчивая бизнес-модель. Значительный свободный денежный поток поддерживает рост инвестиций и стратегию искусственного распределения капитала. Опытная команда руководителей с послужным списком успехов и четкой стратегией непрерывного долгосрочного роста. Давайте теперь ознакомимся с динамикой роста прибыли. В данном слайде с 2016 года компания динамично развивается в части выручки, чистой прибыли и прибыли на акцию. Если сравнивать показатель третьего квартала 2020 года с третьим кварталом 2019 года, то рост
выручки вырос на 43%, чистая прибыль 25%. Давайте теперь ознакомимся с количеством увеличения числа коучей. С 2016 года по 2020 год идет динамический рост увеличения данных показателей. Также растет выручка на одного коуча с 2016 года по настоящее время. Финансовая модель Medifast говорит нам о том, что с 2016 года по конец третьего квартала 2020 года переменные затраты на операционные расходы в небольшом количестве увеличиваются, фиксированные операционные расходы они снижаются, что говорит нам о растущем бизнесе компании. Также растет маржинальность. Хотелось бы отметить эффективную и разнообразную управленческую команду, которая в настоящее время управляет такой корпорацией, как Medifast. Сотрудники работали в таких крупных компаниях, которые, наверное, вы знаете, они у всех на слуху. Это Heinz, Ernst & Young, Deloitte, Amway, Procter & Gamble, Verizon, Johnson & Johnson, Citigroup. Хотелось бы отметить также, что стаж работников компании и опыт позволяет нам говорить о том, что компания будет и дальше динамично развиваться в своем направлении. Давайте ознакомимся с новостями. Новое исследование Optavia раскрывает глубокие сдвиги в приоритетах и здоровья и благополучия на 2021 год. Результаты показывают, что с марта 63% американцев уже приняли новые, полезные для здоровья привычки, 96% из которых планируют и дальше придерживаться здоровых привычек в 2021 году. Результаты показывают, что почти 2/3 американцев с марта уже приняли новые положительные для здоровья процедуры, а это означает, что пандемия вдохновила респондентов уделять первоочередное внимание своему здоровью круглый год. Многие из изменений, внесенных американцами, предполагают, что они относятся к своему здоровью более комплексно, сосредоточив внимание на таких мерах, как упражнения для улучшения психологического здоровья, которые они могут обеспечить, более здоровое питание, более внимательное отношение к себе и улучшение состояния. Это сон. Почти все респонденты, которые добились положительных изменений, связанных со здоровьем во время пандемии, сообщили, что они планируют продолжать придерживаться здоровых привычек в 2021 году. И также отмечается, что 74% опрошенных людей сообщают, что им нужна поддержка для сохранения здоровых привычек по мере продолжения пандемии, подчеркивая растущее значение надежной системы поддержки. Также компания заняла второе место среди самых быстрорастущих компаний среди других лидеров отрасли, таких как Netflix, Etsy и Amazon. Компания заняла первое место в секторе здравоохранения и эксклюзивно владела категорией индустрии, здоровья и благополучия. Давайте теперь посмотрим на фотографию финансовых показателей компании Medifast. В настоящее время цена акций торгуется порядка $219. Прибыль на акцию окупается за 27 лет выручкой. Значит, формульный показатель P на E идет в сторону уменьшения, он равняется 20. Данный показатель обусловлен ростом прибыли на акцию. Показатель капитализации к выручке покрывается за 3 года. Показатель цены к балансовой стоимости в настоящее время равен 18. Данный показатель, конечно, завышен к данной компании. Капитализация покрывается выручкой порядка за 30 лет. Что касается долговой нагрузки на собственный капитал, среднесрочный и долгосрочный, он отсутствует. Значит, дивидендная доходность порядка чуть более 2%, а именно порядка $4,5 на акцию в 1 год. Что касается payout ratio, он равен порядка 56%. Также высокий рост рентабельности собственного капитала, рентабельности активов. Давайте теперь посмотрим и сравним компанию Medifast с отраслью. Как мы видим, отрасль довольно-таки узконаправленная, также представлена и другими конкурентами, которые работают несколько в иных направлениях, отличных от Medifast. Всего 14 компаний представлены в данном секторе, и Medifast занимает 7-ю строчку в данной таблице, имея капитализацию в 2,7 миллиарда долларов. Давайте теперь посмотрим на фотографию финансовых показателей. Я выделил среди конкурентов компанию VV International, которая занимает 8-ю строчку. И данная компания предоставляет продукты и услуги для контроля веса по всему миру. Компания работает в 4 сегментах: Северная Америка, континентальная Европа, Великобритания и другие. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, связанных с питанием, активностью, поведением и образом жизни. Компания также предоставляет различные цифровые продукты по подписке для бизнеса по контролю за здоровьем и весом, которые предоставляют интерактивные и персонализированные ресурсы, которые позволяют пользователям следить за ее программой управления весом через веб-продукты и мобильные приложения. Компания была основана в 1961 году. В настоящее время компания торгуется по цене $24 за одну акцию.
Мультипликатор PE 19, он ниже, чем у компании Medifast. Форвардный PE идет в сторону уменьшения. Основа показателя PE. Значит, капитализация покрывается выручкой чуть более чем за год. Это хороший показатель. Отношение цены к балансовой стоимости отрицательное. Долги тоже находятся в такой отрицательной зоне. Дивиденды компания не платит. Соответственно, сравнивать данные два актива довольно-таки сложно. Также у данной компании рентабельность собственного капитала находится в отрицательной зоне. Рентабельность активов тоже на минимальных отметках. Давайте теперь посмотрим и сравним эти две компании в разрезе с отраслью. А именно по компании Medifast, да, мы видим, что показатель PE он несколько перекуплен и находится в таких наивысших точках своих. По форвардному показателю PE идет в сторону уменьшения. По показателю PNS также он равняется 3, это выше рынка. По Price to Book 18, это тоже выше рынка. Компания в целом в настоящее время торгуется по своим довольно-таки высоким ценам. В компанию закладывается некий аванс со стороны инвесторов с перспективой на будущие периоды. Рентабельность собственного капитала находится на высоких отметках, рентабельность активов также находится на своих, можно сказать, исторических максимумах. Компания платит дивиденды, и рост этих дивидендов он поражает. А с этим мы ознакомимся позднее. Давайте теперь посмотрим на финансовые потоки этих двух компаний и сравним их. Что касается компании Medifast, то финансовые потоки, прибыль и выручка растет динамично с 2008 года. По компании VV International прибыль и выручка с 2008 года снижаются. Давайте теперь посмотрим на долговую нагрузку, как с ней справляются оба эмитента. По компании Medifast свободного денежного потока хватает, и она успешно покрывает долговые свои обязательства. По компании VV International идет прирост долговой нагрузки, и несколько не хватает у компании свободных средств для покрытия данных долгов. По операционному денежному потоку, финансовому денежному потоку они возрастающие. У Medifast, у компании VV International данный свободный денежный поток он снижается. Также у компании Medifast квартальные показатели растут. У VV International квартальные показатели находятся в боковом движении. И даже мы видим, чистая прибыль иногда доходит до отрицательной зоны. Давайте теперь посмотрим на исторические значения мультипликаторов PE и PB компании Medifast. В настоящее время PE равен в районе 28, а это выше средней медианы компании Medifast. Все-таки средний показатель PE по данной компании он равен 22. В ближайшей перспективе можно увидеть снижение котировок. Хотелось бы, конечно, этого видеть. Все-таки в настоящее время акции компании несколько дороговаты, даже с учетом перспектив и возможного роста. Но об этом мы поговорим далее в этом видео. По показателю Price to Book в настоящее время цена к балансовой стоимости торгуется в районе 18. Также это высокий показатель. Средний показатель Price to Book по компании Medifast равен в районе 5. Давайте теперь посмотрим на динамику роста финансовых показателей Medifast. Прибыль на акцию растет, операционный денежный поток, свободный денежный поток на акцию также растет, дивиденды на одну акцию растут, рентабельность собственного капитала растет, рентабельность активов растут, чистая маржинальность растет, отношение долга к собственному капиталу находится в приемлемых значениях, payout ratio снижается динамически, выручка растет, чистая прибыль растет, акции в обращении находятся в боковом движении. Компания 2016 года не выкупает свои акции. Давайте теперь посмотрим на акционерный капитал и свободный денежный поток Medifast. Количество активов растут, обязательства растут, акционерный капитал также растет и растет также свободный денежный поток. Что касается деятельности хедж-фондов в отношении Medifast, то видим интерес. В 2020 году хедж-фонды набирают позиции и видим рост также с 2015 года. Интерес хедж-фондов увеличивается в отношении данной компании. Давайте я переведу вам инсайдерскую информацию, которая была не так давно зафиксирована по компании Medifast, а именно была покупка 6 ноября директором Джеффри Брауном. Но данная покупка была на незначительную сумму $30 тысяч, по цене за акцию $160. По продажам также были зафиксированы 1 октября продажи на такую значительную сумму порядка $800 тысяч и 2 января на $1 миллион и вот 4 июня 2020 года на $335 тысяч.
Я посмотрел и сравнил данные транзакции с динамикой роста и падения данной акции, и никакой корреляции в данном отношении не увидел. Давайте теперь посмотрим на обратный выкуп и ознакомимся. С 2016 года компания не выкупает и не выпускает свободные акции в обращении. По акционерному капиталу он растет. Давайте ознакомимся с мнениями аналитиков, что они думают о данной компании. Два аналитика высказались по данной компании, они выставили рост на будущий год. Консенсус прогноз по данной акции $244, что на 11,5% выше настоящей цены. Давайте теперь посмотрим на рост акций Medifast. За год цена акций выросла на 100%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 15%. Акции компании за 5 лет выросли на 670%, за 10 лет на 800%. Дивидендная доходность компании. Не так давно компания начала платить дивиденды, а именно 4 года назад, и в течение 4 лет она нарастила дивиденды на 46%. Дивиденды платятся ежеквартально, payout ratio в районе 50% и чуть более 2% див-доходность по данной компании. Давайте ознакомимся с прогнозом будущей прибыли. Значит, по сайту Investing на первое полугодие 2021 года ожидается рост прибыли на акцию в районе $2,5, что выше настоящих мультипликаторов, которые за прошлый период в районе 19%. Что касается мнения аналитиков ZAC Investing Research, они склоняются также к росту прибыли на акцию. Как мы видим, за первое полугодие 2021 года ожидается такой динамический рост прибыли ежеквартальный, а во второй половине 2021 года некоторое снижение прибыли. В целом, 2021 год прибыль на акцию будет выше, примерно на 13% по отношению к прибыли на акцию в 2020 году. Давайте теперь посмотрим на прогноз будущей стоимости. Я все-таки склоняюсь к данному активу, что он будет расти. Стратегия рост плюс дивиденды. В настоящее время мы можем заметить, что рост компании с марта 2020 года продолжается, он находится в таком восходящем тренде. И в настоящее время компания торгуется по $220, и потенциал к росту еще сохраняется на 2021 год. Если прогнозы компании сбудутся, если она дальше будет придерживаться такой стратегии, как расширение своего бизнеса на других точках мира, то потенциал к росту сохраняется, и я думаю, что еще порядка 10-13% есть потенциал к росту. Конечно, в настоящее время цена за акцию дороговато, я бы хотел видеть некоторую коррекцию в район $210, то есть начиная от этой суммы уже можно в некотором количестве приобретать данный актив. Но это мое субъективное мнение. Конечно, хотелось бы видеть цену несколько ниже, в районе $180, это было бы адекватная для нее цена. На этом, друзья, я буду заканчивать. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки. Пишите комментарии, есть ли у вас данная акция в своем портфеле, что вы думаете о перспективах данного эмитента. Данной акции нет в моем портфеле, я буду наблюдать за данным активом. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи в инвестициях. Пока!